Привет, друзья! Сегодня Германия и Европа обсуждают сразу несколько событий, которые удивили даже политиков. В Берлине министр иностранных дел Йохан Вадефуль после визита в Сирию сделал неожиданное заявление. Внутри его партии начались споры. В Мюнхене на время остановили взлетную полосу из-за сообщений о подозреваемом объекте в небе, а почти одновременно похожая ситуация произошла и в Брюсселе. Тем временем в Германии обсуждают парадокс электромобильной инфраструктуры. Зарядок становится больше, но очереди к ним растут. И это еще не все. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц объявили о новых шагах в сфере технологического и промышленного партнерства. А компания Porsche неожиданно сообщает о значительных финансовых потерях. Спасибо всем за поддержку канала, подпиской и что делитесь этим видео с друзьями. Итак, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль напрямую озадачил свою партию после визита в Сирию. На закрытом заседании он заявил, что ситуация в стране напоминает ему о крайне тяжелом послевоенном времени в Германии. Во время поездки он посетил район Харста под Дамаском и отметил, цитата, «Здесь почти нет условий для достойной жизни». Тем временем Федеральное министерство внутренних дел под руководством Александра Домбринта продолжает обсуждать возможность возвращения граждан из Германии в Сирию. В первую очередь тех, кто имеет судебное решение. Заявление Вадефуля породило критику внутри партии Христианско-демократический союз ХДС. Некоторые депутаты считают, что его формулировки подрывают основную линию правительства по миграционной политике и создают внутренние противоречия. Следующая новость. Одна из тревожных для Германии. Вечером в международном аэропорту Мюнхена была временно закрыта взлетно-посадочная полоса из-за сообщений о возможном дроне в районе взлетного пути. По информации немецкой полиции, пилот зафиксировал подозрительный объект около 19 часов 45 минут, после чего службы безопасности оперативно ограничили движение на полосе. Проверка территории не выявила дрона, поэтому уже к 20 часам 30 минутам полоса была снова открыта. Задержки коснулись лишь нескольких рейсов, пассажиры и авиакомпании были своевременно проинформированы. Представители аэропорта подчеркнули, что угрозы безопасности не было, однако инцидент вновь показал, насколько важно усиление контроля воздушного пространства вокруг крупных гражданских аэропортов для предотвращения подобных случаев. Но не только в Мюнхене происходят невероятные ситуации. Следующая новость из Европы. В столичном аэропорту Бельгии, аэропорт Брюссель, вечером дважды был прекращен прием и отправка рейсов после сообщений о возможных беспилотниках над взлетно-посадочной полосой. Служба воздушного движения страны сообщила, сначала в районе 19:00 был зарегистрирован дрон, и движение было остановлено как превентивная мера безопасности. Позже, после возобновления рейсов, поступило новое сообщение о нескольких беспилотных аппаратах, и операции вновь были временно остановлены. Авиакомпании и пассажиры получили уведомления о задержках и перенаправлении своих рейсов. По данным службы управления полетами, на момент второго инцидента воздушное движение на время было полностью прервано. Представители аэропорта подчеркнули, хотя официальной причины для закрытия пока не раскрыли, власти рассматривают случившееся как серьезное нарушение порядка в воздушном пространстве над одним из крупнейших транспортных узлов Бельгии. Инцидент вновь акцентирует внимание на уязвимости аэропорта перед неуправляемыми летальными аппаратами и ставит вопрос о необходимости усиления систем охраны воздушного пространства. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии улучшилась инфраструктура зарядных станций для электромобилей, но проблемы остаются серьезными. По данным аналитиков, число публично доступных зарядных пунктов выросло почти до 180 тысяч, включая около 44 250 быстрозарядных станций, что на 16%, кстати, больше, чем годом ранее. При этом общая мощность выросла почти на 30% и достигла более 7,3 миллиона киловатт. Однако парадокс остается. На один зарядный пункт приходится в среднем 16,7 электромобилей, тогда как в прошлом году этот индекс составлял 17,3. Среди земель Германии лучших показателей достигают Мекленбург, Переднее Померания и Тюрингия, где на одну станцию приходится лишь около 12 авто. Хуже всего дела обстоят в Сааре, там на один пункт приходится почти 25 автомобилей. Организация автомобильной промышленности Германии отмечает, что несмотря на рост
инфраструктуры белые пятна остаются. Крупные трассы, зоны отдыха и автозаправки по-прежнему плохо оснащены зарядными станциями. Для многих водителей это означает наличие точки зарядки не гарантирует ее доступность или вообще исправность. Хотя темпы установки зарядных пунктов действительно увеличиваются, темпы роста парка электромобилей остаются все-таки выше, и это создает реальную проблему. И это только начало. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил о планах открыть в Берлине офис для продвижения технологических разработок и о запуске серийного производства системы Фламинго. По его словам, новый экспортный офис будет работать еще в этом году и станет логистическим и коммерческим центром для продажи украинского вооружения на европейском рынке. В числе ключевых программ это ракетная система «Фламинго», разработана украинским предприятием Firepoint, и ракетная система «Рута». Производство должно начаться до конца года, причем «Фламинго» описывается как система с расширенной дальностью до 3000 километров и технической нагрузкой около 1000 килограмм. Офис в Берлине станет одной из 2 точек экспорта, второй офис планируется, напомню, в Копенгагене. Зеленский отметил, что эти шаги направлены не только на экспорт, но и на финансирование собственной оборонной промышленности, которая должна стать менее зависимой от внешних поставок. Для Германии эта инициатива означает повышение роли страны в оборонно-промышленной цепочке с Украиной и участие в ее экспорте вооружений. Формально это требует пересмотра законодательства о контроле над экспортом технологий и усиления логистического взаимодействия с украинскими производителями. В целом, Украина постепенно превращается из получателя международной поддержки в экспортера оборонных технологий, а Германия из стороннего наблюдателя в возможного партнера в новых технологических оборонных проектах. А дальше еще интереснее. Компания Porsche, входящая в состав группы Volkswagen, переживает серьезный кризис в период управления ее главным исполнительным директором Оливером Блюма. По итогам третьего квартала зарегистрирован операционный убыток в размере, внимание, 966 миллионов евро, тогда как годом ранее Porsche показывала прибыль. Общий операционный результат за 9 месяцев 2025 года снизился до 40 миллионов евро, что означает падение почти на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной снижения показателей стало решение Porsche изменить стратегию развития электромобилей и временно замедлить работу над собственной платформой. Вместо этого компания сделала шаг назад, усилив внимание к двигателям внутреннего сгорания и гибридным моделям. Вот эти вот шаги повлекли за собой разовые расходы более 3,1 миллиарда евро, что и стало ключевым фактором падения рентабельности. Сильное влияние на результат оказали и внешние факторы. Напомню, снижение спроса в Китае, усиленные тарифы со стороны Соединенных Штатов Америки и усиленная конкуренция на сегменте премиум электромобилей. Но эксперты подчеркивают, основные ошибки все-таки лежат в неправильном менеджменте и стратегии, которые были заданы раньше и не скорректированы вовремя. Перед Porsche сегодня стоит сложная задача восстановить доверие инвесторов, сократить издержки и скорректировать стратегию, чтобы вернуться к росту. При этом Оливер Блюма, который, напомню, совмещает посты руководителя Porsche и Volkswagen, является одним из ключевых фигурантов в этой ситуации. Его двойная роль и поздняя реакция на изменившийся рынок вызывают критику со стороны акционеров и аналитиков. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.